Всем привет! Это Настасья, и я обожаю ставить цели. Но, возможно, как и у многих, у меня не всегда получалось добиваться их. И это очень часто негативно сказывалось на моей самооценке. Каждый год перед Новым годом я сажусь составлять список своих целей на следующий год. Я большой мечтатель и просто обожаю это делать, фантазировать, каким классным будет следующий год. И сколько всего я сделаю, ведь впереди у меня целый год. Но, как показывает практика, такого настроя хватает на первый и, может, немного на второй месяц, а дальше случается жизнь. Нет сил, чтобы идти в спортзал, и этот проект я могу начать и в следующем месяце, так как у меня ведь целый год впереди. Обычно это все заканчивается тем, что я открываю свой список в декабре и стараюсь хоть что-нибудь выполнить из него. К концу года я уже довольно разочарована собой, так как из выполненного там 40%. В этом году я решила изменить своему паттерну из мечтаний и разочарований. Я подумала, что если я разобью свои цели на кварталы, то все изменится. И сначала, как обычно, все складывалось отлично. Я сдала экзамен по английскому, видео даже сделала об этом, поступила в университет, и на эту тему у меня тоже есть видео. Это были довольно большие цели, но я чувствовала, как опять начинаю скатываться. Когда я услышала о программе 12 недель в году, я поняла, что это то, что мне стоит попробовать. И вот сейчас, спустя 5 недель, я уже точно знаю, что это то, чего мне не хватало. Конечно, я пользуюсь Notion для постановки целей и отслеживания прогресса, и вот тут можно заглянуть в мой ежедневник. Я все больше убеждаюсь, что знания приносят силу только если их применять. И барьер, который стоит между мной и жизнью, на которую я думаю, что способна, это отсутствие последовательного выполнения. Множество людей, например я, знают, как прийти в форму, есть более здоровую еду и больше заниматься упражнениями, но они, как и я, просто этого не делают. Нет никакого секрета. Выполнение – вот что создает разницу в результате. По своему опыту я уже знаю, что это даже не вопрос, что при наличии поставленных годовых целей я буду их хоть как-то выполнять, чем если бы их вообще не было. Все просто потому, что я села и подумала, чего именно я хочу, а потом потратила еще немного времени, чтобы понять, как это сделать. Но я также заметила, что годовое планирование в какой-то степени лимитирует его выполнение, как бы странно это ни звучало. Все просто. В годовом планировании нет ощущения важности каждой недели и каждого дня, а тем более каждого момента. А именно эффективное выполнение находится в каждом дне и каждой неделе. Это значит, что нужно перестать думать годом, а сфокусироваться на более коротких отрезках времени. Ведь нет ничего более лучше мотивирующего, чтобы начать, как дедлайн. Итак, необходимо начать с видения своего будущего, которое больше, чем настоящее. Затем устанавливаем набор целей на следующие 12 недель, которые соответствуют этому видению. Лучше выбрать несколько целей, к примеру, 3, используя так называемую периодизацию в спорте. Это когда атлет сфокусирован на тренировке одного скилла в отведенное лимитированное время, обычно 4-6 недель. После этого атлет начинает уже изучать другой навык, так каждый навык максимизирован. Цели важно разбить на тактики. Это ежедневные задания, которые будут двигать тебя к цели. Например, тактика к нашей цели пройти курс, нужно 1 или 2 раза в неделю его проходить, а к цели прочитать 10 книг, читать, к примеру, каждый день. В самой книге множество советов, как не сойти с выбранной дистанции. К примеру, запланировать 15-20 минут в начале недели или в конце предыдущей, чтобы пересмотреть свой прогресс и запланировать следующую неделю. Также каждый день первые 5 минут пересматривать план на неделю и активности на сегодня. Все это для осознания того, что твои сегодняшние действия создают твое будущее. Мой личный совет – не пропускать этот пункт и не начинать неделю без плана. Практика показывает, что без плана можно очнуться уже где-то в четверг. Очень важно в конце недели оценивать себя. Это может быть для кого-то довольно сложно, но это как раз то, что способствует развитию. Документируйте прогресс и достижения. Вам, как генеральному директору своей жизни и бизнеса, просто нужно знать цифры. Авторы говорят, что на самом деле вам нужно всего лишь 85%, чтобы двигаться вперед. Для оценки своего прогресса нужно 2 показателя. То, что вы будете расценивать как конечную цель, к примеру, прочесть книгу, пройти курс или похудеть на 5 килограмм. И то, что вам необходимо выполнять для этого. Читать 30 страниц в день, посвятить 2 часа в неделю на курс и, может быть, отказаться от сахара.
Это то, что можно проследить, выполняете ли вы это каждый день и поставить себе оценку за это. Из всей системы это одна из двух вещей, которые помогают мне больше всего двигаться вперед. Конечно, тут сыграло мое желание получать хорошие оценки, которые я таким образом использую. Выделите регулярное время каждую неделю, посвященное вашим стратегически важным задачам. Это 3-4-часовой блок непрерывного времени, который запланирован на каждую неделю. В это время вы не принимаете ни телефонных звонков, ни писем, ни посетителей. Вы сосредотачиваете всю свою энергию на заранее запланированные задачи. Также можно запланировать буферные блоки и время на отдых. Планирование – это всего лишь решение проблем. Ваш план решает проблему того, как сократить разрыв между вашими сегодняшними результатами и вашей 12-недельной целью. Мне очень понравилась фраза из книги, что величие достигается не тогда, когда достигнут сам результат, а задолго до этого, когда человек делает выбор делать то, что необходимо, чтобы стать великим. Нам всем нужна поддержка, и это не просто прихоть. Никто из нас не сделал себя самого. Мы все достигаем целей с помощью других людей. И поэтому так важно найти единомышленников на своем пути. Я очень рекомендую создать группу, в которой вы сможете делиться своими достижениями или же проблемами. Это очень сильно мотивирует, чтобы не сдаваться. По субботам я созваниваюсь со своей подругой, которая также работает над своими целями. Я жду каждую субботу, чтобы поделиться радостью, где я была молодец, и проанализировать, почему я была не очень. Я знаю, что мне будет стыдно говорить ей, что я чего-то не сделала, если у меня нет на это адекватной причины. И поэтому мне очень хочется быть лучшей версией себя. В общем, это действительно работает, когда ты озвучиваешь свои цели публично. В целом, 12 недель в году — это как 12 месяцев в году. Только месяц теперь занимает неделю, а неделя — это день. После завершения такого цикла, как 12 недель, лучше взять брейк, отпраздновать свои победы и перезагрузиться. Это может быть 3-дневный или недельный отпуск. Самое важное — использовать это время, чтобы порефлексировать и подзарядиться. Достигайте своих целей и живите той жизнью, о которой так давно мечтали. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. И не забудьте поддержать его своим лайком, а также можете подписаться на канал. Всех целую, обнимаю и пока-пока!